Помогать мне будет в этом Михаил, мой оператор, задавая свои вопросы. А что за вопрос-то мне какой задать? 5 часов 6. Ксюша, а нужно грунтовать поверхность перед покраской? Дурацкий, Миш, вопрос прямо сейчас прогрунтуем. Михаил, мой оператор. Оно, животное. Полностью высохла, далее ты ее прогрунтовала. Ксюш, сколько ты весишь, честно скажи? Ксюш, как сделать именно такие вот островки, как у тебя получились, чтобы именно вот они... Какой-то полный, ничего не видно, что ли? Чего? Всем привет! С вами Ксюша, вы на канале Креативный слой. Мы с вами давно не виделись, надеюсь, что вы по мне соскучились. В этом видео будет работа на объеме, вот на этой стене. Помогать мне будет в этом Михаил, мой оператор, задавая свои вопросы. Всем привет! Да, сегодня я буду задавать какие-то вопросы, которые часто задают в комментариях. Расскажи поподробнее, почему мы не в нашей студии и вообще что, где мы находимся и что здесь будет. Мы находимся в новом помещении. Здесь мы и будем снимать. В дальнейшем на этой стене будет большого формата образец. Того маленького уже не будет. Соответственно, будет все масштабно, объемно и наглядно. Здесь были изначально обои. Флизелиновые, достаточно толстые. То есть под ними не видно было, насколько поверхность неровная. Но этого вполне достаточно для того, чтобы наклеить обои. Под штукатурки тонкослойные, конечно, такая поверхность не подойдет. Но под тот вариант, который мы будем делать сегодня, такой подготовки вполне будет достаточно. Допустим, люди сняли, да, обои только. Как им посмотреть, вообще понять, какой материал подойдет для нанесения на такую поверхность? Для начала нужно очень хорошо просмотреть поверхность. То есть подставить лампу, фонарик и посмотреть, что происходит со стеной. Конечно, дефекты, неровности необходимо выравнивать, если вы собираетесь окрашивать поверхность, либо наносить тонкослойные материалы, такие как шелк, песок декоративный. Вообще любой материал, который имеет блеск, даже краска, которая имеет блеск, под нее необходимо выравнивать хорошо поверхность, чтобы в дальнейшем эти косяки, эти все царапины и дефекты не были видны под ней. Давай тогда посмотрим, что тут со светом. Что это, фонариком с телефона? Да, я фонарик с телефона включу и покажу вам на камеру, насколько здесь неровная поверхность. Ну, я думаю, да, тут и... И телефона будет достаточно. Ну, давай, включай. Выключаем свет, то есть и прислоняем фонарик, чтобы он светил вдоль стены. И сразу тень вырисовывает, нам подчеркивает все неровности. На такую поверхность лучше наносить более толстослойные материалы, такие как травертин, короеды, там можно шубу нанести. Поверхность необходимо предварительно прогрунтовать. Я буду это делать грунтовкой Аквастоп концентратом 1 к 5. Ксюша, а можно какие-то другие грунты использовать, там, глубокого проникновения? Можно любые. Пропиточные глубокого проникновения подойдет для нормальной, не сыпящейся поверхности. Если поверхность у вас мелит, сыпется, то необходимо ее, конечно, зачистить и после прогрунтовать укрепляющей грунтовкой. Либо концентрат использовать, но разводить его не 1 к 5, а 1 к 3, например. Я предварительно налила воды в кувшин, где-то 750 мл, и сейчас сюда добавляю 150 мл грунтовки. Добавила и хорошо размешиваю его палочкой. Хорошо размешала и переливаю в банку. Небольшое количество. Ксюша, ты в каждом видео своем говоришь, что нужно укрывать все пленкой и малярным скотчем. А почему ты на ковре делаешь? Это старый ковер, на самом деле это кусок ковра. То есть это вот кусочек ковролина, получается, у нас здесь лежит. Но это сделано для того, чтобы не было шуршания в дальнейшем и не слышно было этого всего в ролике. Начинайте наносить грунт снизу вверх и двигаясь от угла. Но я начну с центра, чтобы вам было наглядней. Грунтовка очень жидкая, практически как вода она. Поэтому она нужно... как вода, поэтому она, конечно, впитывается в поверхность, и нужно с ней работать аккуратно. Прогрунтовали всю поверхность, теперь дадим ей высохнуть в течение 2 часов. После того, как грунтовка полностью высохла, разводим гипсовую штукатурку Родмонд. Я развожу ее примерно по пол-ведра, чтобы она не успевала вставать. Необходимо в воду добавлять сухую смесь. Она только для внутренних работ, для сухих помещений.
То есть для использования в ванной не подойдет. Максимум можно на застекленный отапливаемый балкон. Можно взять другой какой-то производитель или нужен Родмонд? Можно любого производителя гипсовой штукатурки. Можно также использовать цементные, если у вас бетонная стена, не обработанная гипсом до этого, не шпаклеванная. Можно также при помощи финишной шпаклевки. Тогда толщина нанесения будет поменьше и рельеф будет не такой ярко выраженный. Насыпать надо штукатурную смесь в воду, да, а не наоборот? Конечно. Вообще, в принципе, даже когда вы готовите, вы засыпаете муку в жидкость. То есть любую сухую смесь в жидкость, тогда она легче разводится. Далее беру перфоратор и размешиваю смесь. Подготовили смесь. Консистенция у нее такого плана, не очень густая. А комочки маленькие, которые там еще остаются? Вот как раз таки дадим ей 5 минут постоять и потом хорошенько еще раз размешаем. Ксюша, расскажи, как вообще с гипсовыми смесями работать? При работе с гипсовой смесью необходимо постоянно держать и инструмент, и ведро, в котором вы замешиваете, чистыми. То есть, когда у вас закончился Родмонд, вы идете, промываете ведро и также инструмент. Если уже есть капля подстывающего материала в ведре со свежей смесью, она у вас начнет твердеть слишком быстро. Что там, наверное, уже можно еще помешать немного. Да, давайте помешаем. После того, как размешали смесь, необходимо венчик пустить в воду, чтобы он был чистым. При помощи кельмы либо шпателя наносим материал, штукатурку на стену. Наношу небольшое количество. Мне нужно нанести где-то пол квадратных метра. С толщиной где-то в полсантиметра. И далее на непросохшую штукатурку прикладываю обычный полиэтилен. Полиэтилен я разрезала на кусочки. Прикладываю и чуть-чуть драпирую. С таким нанесением можно не торопиться. Под пакетом штукатурка будет сохнуть достаточно долго. Так как мы ее клеим кусочками, тоже соблюдать какую-то состыковку здесь не нужно. И таким образом, да, ты как бы частями всю поверхность перекрываешь. Да, да, совершенно верно. То есть я даже, видите, я начала это делать из центра. То есть это настолько здесь не важно, какое будет соединение между кусками полиэтилена. Главное, чтобы была поверхность драпированная. А сколько примерно сохнуть будет? Сутки. То есть если мы именно работаем с гипсовым материалом под пленкой, таким образом он будет высыхать где-то, да, 24 часа. Если мы возьмем полимерный материал, то есть который сохнет подольше, либо цементный, то нужно будет дня 2-3 выждать, чтобы она полностью высохла, штукатурка под
слоем полиэтилена. А можно целиковым пакетом всю стену, если большой Можно, есть? но сохнуть будет чуть дольше. Ну, у тебя же А с другой стороны получится более равномерный эффект, то есть равномерное сжатие по всей поверхности. В моем же случае она будет неравномерная, и я еще и буду использовать разный полиэтилен, то есть и толстый, и тонкий. Вот такой и вот такой совсем тонюсенький. То есть кусочками буду укладывать. Такой и С такой. таким тонким ты, по-моему, уже делала, да, образец? Да, делала, но там была полимерная шпаклевка. То есть там был с обычной. По-моему, это была Родман паста. Так, ну можно дальше продолжать, Да. то есть наносить. То есть наношу дальше, закидываю. То есть, в принципе, этот слой, да, он перекрывает все неровности, да, какие-то царапины, сколы закрывает. Да, но это уже у нас будет не окончательный слой. У нас еще будет слой штукатурки. То есть мы открывающий сверху нанесем. Поэтому так и так вся вот эта ребристость поверхности, ее неровность, она закроется и будет достаточно интересно смотреться фактура. Беру обычную тоненький полиэтилен, также прикладываю. Ну, это укрывная пленка, да, которая укрывает да, от пыли. обычная пленка. То здесь у меня получится такая поверхность. Штукатурка еще не встает. Нет, А сколько по штукатурки. времени приблизительно она будет Ну, жидкой? Вообще зависит от того, насколько помещение прохладное и влажное. То есть во влажном оно чуть побыстрее, подольше, вернее, можно с ней работать. А если помещение сухое, к примеру, и работают отопительные приборы, тогда высыхание будет очень быстрое. То есть минут где-то 25-30 можно будет с ней всего поработать. А так где-то 40 час. Можно делать толщину не одинаковую, где-то до сантиметра ее доводить. Под пленкой здорово выглядит фактура. Да, фактура очень интересно будет выглядеть, особенно когда мы пленку эту снимем. Опять же, комбинирование двух видов пленки я делаю в качестве эксперимента. И вы в дальнейшем сможете выбрать, какая вам больше всего нравится фактура, под тонкой или под толстой пленкой. Для нас-то разницы нету, да, тут эти стыки не будут видны. Лист гипсокартона, на котором образец дальше будет, он все и должен скрыть, в принципе. Это все и показала, да, дальше. Дальше я закидаю всю оставшуюся часть стены и покажу вам, какой результат получился в объеме. Таким образом, я покрыла всю стену полиэтиленом. Прошли сутки, и штукатурка под ним высохла и уже приняла полностью форму пакета. Настало время его снять. Ну, давай проверим, что там получилось. Аккуратненько, чтобы не порвать пленку. Какие-то кусочки отваливаются, все равно. Это нужно будет пройтись щеткой, наверное, стряхнуть мелочь всякую. Можно шпательком. Под тонкой пленкой получился очень мелкий рисунок. Под толстой он более крупный и сжатие более явное. Кое-где пузыри такие получились, которые отваливаются. Необходимо будет убрать. Дальше я пройдусь по поверхности шпателем и уберу все отваливающиеся участки. Нужно будет грунтовать поверхность перед нанесением островков? Перед вторым слоем грунтовать поверхность не нужно. Она достаточно плотная и не будет слишком сильно впитывать. После того, как я убрала весь полиэтилен с поверхности, я при помощи широкого шпателя удаляю все осыпающиеся участки. Делаю это с легким нажимом, слегка прикасаясь к поверхности. Наша задача не убрать весь рельеф, а только тот, который плохо держится.
Быстренько по всей поверхности позбивали вершины. Далее будем делать карту мира. При этом я буду закидывать все неудавшиеся участки, которые имеют плоский рельеф. Мне больше нравятся более четкие, грубые отпечатки именно от толстого пакета и там, где толщина нанесения была достаточно рельефная. А вот такие вот места, вот такого плана места я постараюсь сохранить по максимуму, а вот такие вот недочеты я их закрою при помощи островов. То есть, да, выключили свет, боковое освещение, как при проверке до основания перед нанесением выставили вдоль стены, чтобы светила лампа. И теперь хорошо видно на камеру, какой рельеф получился. Далее из той же штукатурки создаем островки на поверхности. Я ее уже развела в ведре и набирать буду на кельму прямо из него. Прикладываю к поверхности и начинаю наторцовывать. Сначала я небольшими участками наторцовываю, а потом приглаживаю. В некоторых местах я делаю это круговыми движениями, нанося небольшие островки. Далее я опять добавляю. Стараюсь добавлять островки на те места, где недостаточно рельефа, либо там, где я его хочу убрать. Где-то, где я хочу добавить именно точечно островок, я его добавляю при помощи шпателя. В принципе, можно сперва кельмой, да, заполнить общее пространство поверхности и потом уже добавлять кое-где шпателем. Можно двигаясь поэтапно, то есть заполняя по метру квадратному поверхность. Начинаю с краев и в центр. План есть, как я понимаю. Ну, по поводу рисунка, размещения этих островков. Да, главное, между островами оставался красивый рисунок от первого слоя. То есть, если покрывать всю полностью поверхность однородно островами, то есть делать именно карту мира на всей целиком поверхности, не участками, а все, то тогда от первого слоя практически ничего не останется. Под потолком я аккуратно добавляю шпателем. Чтобы не было ямок. И был переход к потолку более ровный. Ксюш, каким образом ты вообще вот распределяешь по поверхности островки, чтобы они, ну, все вместе, как бы в общем картина смотрелась однородно? Я отхожу от стены чуть подальше и смотрю на весь рисунок в объеме. И вам советую так же делать. Ну, давай, залазь туда и что, продолжай. Штукатурка полностью высохла. Далее ты ее прогрунтовала, да, используя тот же грунт, разведя его 1 к 5. Какой следующий этап у нас? Следующим этапом мы будем окрашивать поверхность. Для этого я буду колеровать вододисперсионную краску. Использую я краску торговой марки Fincolor, называется она Isis Interior Plus. Это глубоко матовая краска без запаха. Угу. Ксюша, какую вообще еще можно краску заменить, вот этот Fincolor? Любую краску, главное, чтобы она была глубоко матовая. Не очень дорогая, но не самая дешевая. Самая дешевая, как правило, очень плохо укрывает. По колеровке ты, как я понимаю, вручную все будешь делать прямо на месте? Колеровать я буду вручную. Прямо здесь в банке покажу вам, как я это буду делать. Использовать цвета я буду розовый,
изумрудный зеленый и красно-коричневый. Это Экотера, да, у тебя колеры? Они все разные. Экотера, Полиш. Поближе можно посмотреть. Приступаем к колеровке. Так, сперва ты добавляешь зелененький, да? Сначала зеленый. Такое же количество красного. А что лучше, Ксюша, колеровать вручную или на машинной колеровке? Проще колеровать, конечно, выбрав в веере машинную колеровку. То есть, Но если можно- нужно будет легко повторить цвет, да? И... Да, если есть номер, то можно легко повторить этот цвет. Но если вы колируете цвет к определенному помещению, то есть вам нужно, чтобы он именно так смотрелся в вашем помещении, то лучше, конечно, вручную это сделать. Либо же взять несколько пробников в магазине. Если колируете вручную, то можно использовать шприц, да, в аптеке купить, и, соответственно, будете знать, сколько миллилитров каждого Да. колера добавили. Да, можно и так, но многие производители пигмента делают его изначально очень густым, поэтому при помощи шприца его достаточно сложно добавлять. Поэтому я это делаю на глаз, то есть именно капаю из пузырька. Ну и нужно понимать, что если вы возьмете другую краску, то она, скорее всего, не попадет в тот же самый цвет, потому что в самой краске у разных производителей разное количество. Пигмента, конечно. Оттенок получается в банке более фиолетовый, и чтобы эту фиолетовость убрать, я добавляю туда чуть больше зеленого. И в какую сторону уйдет цвет? Больше в серый, в коричневато-серый. А если красный добавлять, то он будет более Он будет фиолетовым. больше, да, в фиолетовую сторону. Он будет больше красновато. А как вообще ориентироваться? Есть же цветовой круг, да, по которому, в принципе, можно уводить цвета при помощи колеров в тот или иной оттенок. Да, то есть если вы хотите приглушить какой-то цвет, то есть, к примеру, если он у вас входит слишком сильно в желтый цвет, в желтый, в рыжий, то вы добавляете туда синий либо фиолетовый пигмент, то есть противоположный. Это можно всегда посмотреть по цветовому кругу. То есть тот цвет, который противоположен, тот его нейтрализует. Ну, видно, да, что Да, уходит что- цвет в серый более. На бортиках банки видно, что там он был до этого более фиолетовым. Да, и добавляю оставшийся литр краски. Белой краски, не колерованной, из банки. Я выливаю целиком туда. Ксюша, а если нужно получить очень темный цвет? Если нужен очень темный цвет, то необходимо либо заказывать колеровку на оборудование, там будут использовать краски бесцветные, либо же покупать готовый цвет. То есть при помощи пигмента из белой краски получить какой-то очень темный чистый цвет невозможно. Он всегда будет слегка приглушен белым пигментом, который уже есть в краске. То есть есть и сама эта краска, да, когда банку открываешь, ее видно, Она такая мутноватая, то есть она не чисто белая, она такая полупрозрачная. Когда вы ей делаете выкрас, то есть начинаете красить, она имеет белый цвет, но крайне плохо укрывает. То есть она полупрозрачная. И вот как раз ее используют для того, чтобы сделать черный цвет, красный цвет, либо чистый там какой-нибудь оранжевый, желтый. А самому можно найти такую краску в продаже в магазинах? Можно в магазинах, ну, в Питере в магазинах она продается. То есть можно свободно прийти и купить нужный цвет краски, вернее, нужную бесцветную краску. То есть это база С, да, под колеровку, Да, которая база С. Обычно называется база С. Так, делаем чуть-чуть потемнее, да? Добавила еще тех Да, же я колеров. добавила еще тех же колеров, примерно в той же пропорции, делаю оттенок потемнее. То есть, добавляя по чуть-чуть, вы контролируете цвет. Если добавлять сразу слишком много, то вы потом его не осветлите. А темнее сделать его поэтапно всегда можно.
То есть в колеровке главное сразу не Не перелить. Главное не переборщить. Но с другой стороны можно будет развести белой краской, да, если очень темная Да, то получается. есть небольшое количество, запас белой краски необходимо оставить, чтобы именно осветлять. Предварительно процентов 10 водички, чтобы краска была пожиже и удобнее было ее наносить. У меня здесь 150 миллилитров воды, как раз на 1,5 литра краски. Многие хотели услышать про колеровку. Мы вам показали одну часть из колеровки того, что как я делаю. Ну и нужно, конечно, понимать, что устройство, сама камера не вносит небольшие изменения в цвет. Хотя баланс белого отбит по белому листу, да, с теми осветительными приборами, которые мы используем. То есть максимально, да, настроено все, чтобы цвет передавался как можно точнее. Но при обработке видео мы сперва скидываем на компьютер, там дальше монтаж, небольшой цветокор какой-то идет. И потом при заливе на YouTube или еще какие-то площадки, да, тоже небольшие коррективы вводятся. И в итоге вы смотрите каждый на своем телефоне, кто-то на компьютере или на телевизоре, и везде свои настройки монитора, которые немного вмешиваются в цвет. То есть, если вы повторите, в любом случае, если вы повторите точно так же, прям по миллиграммам, да, если бы мы показывали прямо в миллиграммах дозировку того или иного колера с той же краской, вы все равно получите в реале немножко другой цвет. Ксюша считает, что подобрать цвет идеально. Подобрать цвет идеально по фотографии невозможно. Необходимо прийти в магазин конкретно с тем оттенком, который вас интересует. Либо это будет кусок ткани, либо это какая-то вырезка из газеты, либо это банальный кусок краски с вашей стены, который вы подбираете. Иначе вы с цветом ошибетесь больше, чем со 100% вероятностью. Так, ладно, Ксюша, что ты там намешала? Да, я все намешала. Цвет готов, краска по консистенции подходит. И я ее переливаю в ванночку. Наливаю краску в ванночку. Наверное, столько будет достаточно. И накатываю ее на валик. Валик я предварительно слегка смочила водой, чтобы он очень сильно в себя не впитывал. И начинаю окрашивать стену с правой стороны. Стена покрашена. Пока она сохнет, сделаю еще 2 дополнительных цвета, чтобы выделить верхушки островов. Для этого я буду использовать глянцевую акриловую краску. Вот такую, торговой марки Tex. Она на водной основе, тоже без запаха. Переливаю ее где-то по 200-250 миллилитров. Этого количества будет достаточно. И тонирую ее в 2 цвета. Один будет сиреневый, второй голубой. Первый цвет готов, второй цвет я перемешиваю, голубой. Обратите внимание, что краска обязательно должна быть глянцевая. Ну и, конечно, эмаль здесь ПФ-ка не подойдет, а именно акриловая краска. Далее наносить эти 2 цвета я буду при помощи кистей и губки. То есть я кисточкой крашу на губку цвет. То есть чуть побольше будет голубого. Ну, ты уже показывала, да, подобный вариант нанесения? Да. Я уже как-то делала, именно верхушки островов прокрашивала. Это очень удобное в нанесении, именно если нужно лессировку сделать только по верхушкам, способ нанесения. Ну да, и очень естественно смешиваются 2 цвета. Да, переход будет очень естественный. То есть легкими движениями именно прокрашиваю верхушки. Я именно участками могу добавлять где-то больше
сиреневого, где-то больше голубого. То есть именно надавливая на ту часть губки. И видно, то есть чем меньше мы проходим по одному и тому же участку круговыми движениями, именно меньше, чем мы губкой возим по этим участкам, тем более разные оттенки получаются. То есть они не смешиваются, они четко видны. То есть наша сейчас задача, да, прокрашивать именно вершины фактуры. Не нужно очень сильно надавливать, легкими движениями проходишь по всей поверхности. Да, это я делаю для того, чтобы за счет этой краски верхней, которая на вершинах островов, на вершинах фактуры, чтобы она в дальнейшем создала тот слой, который будет, по которому будет воск прокатываться, не будет именно впитываться в штукатурку, в декоративную. Таким образом, с воском будет в дальнейшем легче работать, когда поверхность именно подготовлена под нанесение воска. Небольшая получается как бы пленочка, да, такая? Да. Да, вот, кстати, правильное слово. Именно пленочка получается на поверхности, то есть наподобие лака. То есть, если мы будем использовать глянцевый лак, он точно так же себя ведет, вот как глянцевая краска. Ну и обычно, да, все краски, которые хорошо моются, они подойдут, да, полуглянцевые, полуматовые краски подойдут. А какая разница, Ксюш, полуглянцевая или полуматовая? Полуглянец будет больше блестеть. И полуглянцевую краску, конечно, будет сложнее найти. Полумат, мне кажется, в любом магазине продается. А вот с глянцевой, полуглянцевой их уже сложнее. То есть, если вы не можете найти, как у меня, подобную глянцевую краску, то можно использовать полуматовую. Она точно так же подойдет. Главное, чтобы она была на водной основе. То есть, это должна быть водоэмульсионка, не масляная краска, не эмаль. Хорошо, вершина подчеркивает фактуру, сразу видим весь объем, весь рисунок. Как будто проявляется, как будто резинкой его так стирательной проявляю. На камеру, наверное, так именно и смотрится. Собственно говоря, именно таким способом я продолжу делать всю оставшуюся стену целиком и покажу вам, что у нас получится перед последним этапом. Ну что, Ксюш, все, закончила наносить? Да, я закончила наносить 2 цвета эмали. Теперь я хочу дополнительно выделить места, где был пакет у нас, то есть эффект сжатия. Дополнительно я его хочу сделать более металлизированным, и для этого буду использовать бронзового цвета краску. Это что за производитель? Это производитель ВГТ, эмаль металлик бронза. Можно использовать любую другую на ваш вкус. То есть, если хотите серебро, золото, все будет смотреться хорошо. Наношу аккуратно, не очень много ее, чтобы не оставалось именно густых и жирных пятен после того, как я ее приложу к поверхности. Наносить нужно тоненьким слоем на губку краску, чтобы не было в дальнейшем на стене подтеков. Нанесла и легкими движениями. То есть именно в места, где сжатие вот это от пленки, от толстой, да? Стараюсь, да, именно в места сжатия. То есть я хочу дополнительно выделить тот рисунок, который, мне кажется, чуть-чуть потерялся. Но если вот мы используем, да, вот эти вот цвета, именно голубой с фиолетовым, с таким, то как ты думаешь, серебро бы к этому цвету подошло? Да, подошло бы и серебро, и, в принципе, золото, но мне хочется именно бронзовый цвет, так как мне кажется, что здесь не хватает именно теплых оттенков. Закончила с нанесением бронзы, теперь нужно дать поверхности хорошо высохнуть в течение 2-3 часов. После этого покроем ее самодельным воском. Поверхность полностью высохла. Сейчас я буду подготавливать самодельный воск. Для этого потребуется обойный клей, который я уже предварительно размешала с водой. Клей подойдет любой, то есть для флизелиновых обоев, виниловых и для бумажных. Главное, чтобы он был без индикатора. Это, то есть он чтобы бесцветный Чтобы он был бесцветный, то есть при замешивании был бесцветный. И не добавлял как бы свой цвет в цвет воска. Да.
А покажи, пожалуйста, эту коробочку, которую ты... Коробочка вот такая, это самый обычный Мгм, клей Экон, Экон. да? То есть он достаточно бюджетный. Лак буду использовать текст паркетный, глянцевый. Я уже развела вот клей с водой. У Мгм. меня в одной емкости 700 мл и во второй тоже 700 мл. Я ее заливаю в общую емкость. То есть первую и заливаю вторую. После наливаю 700 мл лака. И переливаю его в клей. То есть это сама основа, да? Теперь ей нужно придать Теперь цвет. я ей придам цвет. Для этого берем черный колер. Его я добавляю не более 3%. То есть это где-то половинка будет. Достаточно много, да, нужно, чтобы... Да, чтобы цвет был насыщенный, плотный. Также я добавлю небольшое количество бронзовой краски, той же, что использовала для вершин. Размешиваю хорошенько получившуюся смесь. После нанесения воска этого можно будет мыть поверхность? То есть как он вообще защитный слой какой-то создает на поверхности штукатурки? Создает лак, который сходит в состав этого воска. То есть, по сути, он останется только в углублениях. И мыться поверхность будет за счет той краски, которая находится наверху, и за счет того лака, который мы добавили в состав воска. Просто если мы сразу начнем лаком это делать, то есть лессировку лаком, лак будет очень быстро впитываться в поверхность, высыхать, и будут пятна. А клей обойный именно для этих целей и нужен, да, там в составе? Обойный клей в состав добавляем для того, чтобы загустить воду, а вода служит для того, чтобы лак дольше сох. Вот так вот, да. А цвет можно, в принципе, любой, да, придать воску такому? Можно любой, да. При помощи универсальной пигментной пасты можно, в принципе, любой оттенок придать. Вот он такой. Ну, практически темненький. черный, да, у тебя? Да, он у меня прям чисто черный. Это именно для того, чтобы затемнить всю поверхность. Но вы можете использовать любой другой цвет, который вам нравится. То есть можно меньше добавить черного пигмента, можно добавить больше именно блестящей краски. Можно сделать его бежевый, коричневый. То есть, в принципе, тот оттенок, который вам необходим. Все. Теперь я его переливаю в ванночку. Достаточное количество, чтобы мне лишний раз за ним не спускаться. Ну и валик также, да, ты предварительно немного смочила водой. Да, так же, как и с краской работают. Наносить будешь с помощью валика? Наносить я буду валиком с длинным ворсом. Также нужна будет кисточка со смешанной щетиной и ведро с водой и губкой. И скребок, да, нужен будет стекольный. Скребок, да, тоже потребуется, чтобы изначально согнать воск весь в углубление, а губкой уже растереть. То есть, если вы работаете вдвоем на поверхности, вам будет это легче делать. Так как я одна, поэтому мне придется работать очень быстро. Ну, в принципе, да, один человек наносит. Один человек наносит, второй убирает. Набираю на валик и наношу поверхность. Сколько нужно примерно наносить за раз? За раз лучше где-то около метра квадратного. И делая рваный край. То есть ты не наносишь не квадратами? Именно неровно. Чтобы даже если у меня получится наслоение, то есть где-то лак очень быстро высохнет, по рисунку это будет смотреться не так явно.
Вот ты нанесла, да, участок небольшой. Да, работать можно как сверху, так и снизу. Я буду снизу это делать, чтобы было легче это при съемке. И мне было удобно разговаривать. Так, сразу ты кисточкой, да, добавляю. проходишь. Да, и дальше я убираю все скребком. Угу. Весь этот самодельный воск, он уходит туда в глубину. Да, подчеркивает очень сильно мелкий рельеф, плюс затемняет штукатурку, делает ее более насыщенной в глубине, и рельеф становится более видимым. Опять же, в глянцевую краску воск не впитывается, поэтому с верхушек легко удаляется он. Если бы я нанесла краску точно такую же матовую, которую я использовала для первого слоя, то в нее бы сильно это все впиталось, и по ней невозможно было бы размазать воск. То есть на верхушках фактуры у нас сейчас пленочка, по которой все это... Да. И точно таким же образом, если у вас готовый воск, то есть именно от производителя, наносите его один в один также. Это будет легче делать. Да, и скребок я сразу же вытираю, чтобы он был чистый. Продолжаю дальше. Наношу в стык. То есть у тебя край вот этого подсыхания, да, воска, он под наклоном идет постоянно. Да, то есть он у меня и под наклоном, и таким своеобразным рисунком. Можно подчеркивать первоначальную фактуру, да, то есть как у тебя рисунок изначально шел островком. Да. Можно как-то по ним сверху вниз вести и сам стык вот этого воска. Чтобы если вдруг времени не хватит, край подсохнет, чтобы этот стык смотрелся потом более естественно. Кисточкой наношу в труднодоступные места. В углах кисть. Ну, вообще в идеале, конечно, вдвоем. Кисточку. Да, что один наносит, а второй растирает. Когда фактура достаточно интересная, да, сразу же когда она есть проявляется. что подчеркнуть. Да, она сразу же, что марсельский воск, что вот в данном случае. Да. Надеюсь, что он темнее. Да, цвет выбран такой темный не случайно, именно должна быть черная основа, какая-то темная достаточно, чтобы она на себя не отвлекала внимание. Да, и если у вас после первого слоя краски остались где-то не прокрасы в глубине именно, там, где фактура сильно рельефная, то слой воска сейчас именно заполнит те внутренние участки, и все будет прокрашено. Ротбанд виден не будет. Так, ну ты уже, Ксюша, почти там до верху, до самого, да, дошла? Надо будет скоро стремяночку подтягивать. Глубина хорошо затемняется. Да, сверху не очень. То есть, если вам нужен более темный эффект, тогда необходимо верхний слой краски, то есть вот там, где был сиреневый и голубой, делать их более темными. Ну, мы, возможно, сейчас посмотрим, хватит ли нам затемнения, если что. То добавим второй слой воска. И когда вы сверху, получается, снизу вверх двигаетесь, и попадаете, если даже капля попадет уже на прокрашенную поверхность, это будет легче убрать, нежели чем если вы сверху начнете, вниз накапаете, потом это будет размыть практически нереально. Именно за счет того, что мы хорошо подготовили перед воском поверхность, то есть штукатурка у нас и хорошо прокрашена, и впитывает уже не так много, то воск наносится гораздо легче и меньше пятнит. Ну, такая прям поверхность очень живописная, я бы сказала. Тут много оттенков получилось на ней. Можно, да, создать фактуру подобным образом и сразу прокрасить глянцевой краской, а после наносить уже самодельный воск. Да, чтобы было просто
два цвета, к примеру. Либо один вообще цвет. То есть белая акриловая глянцевая краска, либо глянцевая, полуглянцевая, либо полуматовая подойдет. И потом уже воск использовать нужного цвета. То есть он у вас только будет в глубине. Где глубокая фактура, оставшаяся от толстого пакета, могут быть вот такие... Подтеки, да, их лучше убрать сразу же. Не давай им высохнуть. Ну да, тут само собой, что кому-то может не понравиться цвет там или фактура. Но мы показываем, грубо говоря, да, как вообще ведут себя материалы, чтобы каждый человек не только мог повторить один в один, но и что-то свое придумать. Также снизу. Стеночка небольшая. В принципе, я думаю, сейчас особо будет даже не видно, где я что делаю. Ну да. Камера не достанет. Таким образом, я буду проходить всю стену оставшуюся. И уже покажем вам в завершении, что у нас получилось. Да, все готово. С воском я закончила. Поверхность стены стала гораздо темнее. Такой насыщенности мне хватает. То есть второй слой воска я наносить не буду. Одного вполне достаточно. Кстати, Ксюш, ты хорошо смотришься на фоне декоратив кеды. Так что я думаю, у нас получилось то, что мы хотели. Да, получилось именно то, что я хотела, то, что я задумывала. Дальше на этой стене у нас на следующем видео появится большого формата образец, плюс дополнительно подсветка, но это уже будет в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вообще, что бы ты хотела изменить, может быть, добавить в данную декоративную штукатурку? В плане цвета, цвет мне такой вполне устраивает, то есть именно оттенки, то есть тут есть и голубой, и немножко такой желтоватый именно бронзы, плюс есть кое-где фиолетово-розовый оттенок, он присутствует, но его не так много. И то, что есть черный цвет, глубина вся подчеркнута, все как будто вот в карандашной технике прорисовано. Мне очень нравится такая графичность именно рисунка. Опять же, повторюсь, то, что поверхность здесь не обязательно, чтобы была именно гладкая. Здесь достаточно того, как были подготовлены стены. То есть на кривые все это подойдет. Красиво здесь вот такой, прям вот видно, что воск высыхает, и он как так вот наносится, как с полутенями. Бронзу мы добавляли в воск, она дает такой небольшой блеск. И вот этот вот блеск в глубине он виден. Плюс оттенок черного здесь, он в итоге при высыхании получается не черный, именно не холодный черный, а черный чуть-чуть зеленоватым оттенком. Это именно за счет того, что мы в воск добавили бронзу. Бронза сама по себе оранжевая, и мы добавляем ее в чисто черный пигмент. Тогда у нас получается не холодный оттенок, а более теплый, более зеленоватый, более такой природный, более натуральный цвет. Какой бы ты еще рассмотрела вариант вот по цветовому сочетанию для такой фактуры? Хорошо здесь будут смотреться какие-то вот именно бежевые тона, коричневатые. Также подойдет здесь для того, чтобы выделить вместо бронзы какие-то золотистые, жемчужные оттенки. То есть можно, в принципе, это сделать в очень светлых таких тонах. То есть можно белый сделать, бежевым, к примеру, воском сверху это все покрыть, и верхушки вот самой драпировки оставить именно такого легкого жемчужного оттенка. Ксюша, смотри, а если еще упростить вот данную технику, например, мы создали фактуру, то есть сперва пакет, далее заполнили какое-то пространство островками, вот, и как сразу на штукатурку можно нанести вот этот воск, который подчеркнет именно фактуру. Потому что мне очень понравилось именно сам цвет штукатурки. Цвет Родмонта. Да, вот он такой достаточно интересный коричневый оттенок, если его подчеркнуть просто вот. Тогда нужно нанести в пару слоев лак глянцевый, либо полуглянцевый, и сверху уже наносить воск. Как эта декоративная штукатурка в плане ухода?
Ее можно будет мыть, то есть через месяц после покраски как раз отвердеют все материалы, то есть краска примет свои именно моющие свойства, лак также полностью высохнет, и можно будет именно уже мыть ее с применением бытовых моющих средств. Моется такая поверхность за счет того, что верхушки у нас покрыты глянцевой краской акриловой, которая сама по себе хорошо моется. Плюс в глубине у нас то, что черный цвет, у нас остается только лак. То есть лак, он хорошо связывает черный пигмент, и он держится на поверхности, и смыть его будет, именно вымыть его оттуда, проблематично. Поэтому поверхность смело можно будет мыть. Я стараюсь делиться с вами своими идеями, знаниями, поэтому я хотела бы попросить вас подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии. А на этом все. В следующем видео я постараюсь показать что-то еще интересное, необычное. Балдежно. Все. Пока-пока.